С момента последней части рубрики «Фури фетиши» прошло уже больше полгода, а это значит, что нужно наверстывать упущенное и продолжать либо кринжовать, либо просто любопытствовать. Фури фетиши много, и я до сих пор не разобрала самые интересные, на то и существует эта рубрика. Принесите себе лучше просто чай без еды, а то, кто знает, может быть, содержимое вашего животика вот-вот вырвется наружу при виде тех или иных материалов в течение всего ролика. Приятного просмотра. Мурсют или же мурсютинг – один из фетишей, который в последнее время обрел очень огромную популярность по сравнению с другими фетишами. А все из-за того, что он относится к реальной жизни, а не тому, что можно нарисовать. Все мы знаем, что такое фурсют. Это фури-костюм вашего персонажа, либо любого другого, заказанный с интернета. Но немногие знают, что есть подвид этого костюма. Если мы возьмем фурсют и сделаем в нем пару отверстий, то это уже будет мурсют. Угадайте с 0 раз, для чего эти отверстия послужат. Большинству людям хватает и обычных хорошо нарисованных артом с тем или другим фетишем, ведь нарисовать можно абсолютно все что угодно. Я сама больше люблю что-то более реальное, нежели нарисованное, ведь нарисованное никогда не появится в жизни, а то, что делают в мурсютах, уже для меня получше намного. Обычно такие видео, где присутствуют люди, одетые в мурсютах, делают все то, что и на ваших любимых артах с фурями. Такие видео делаются, как правило, в Твиттере и прочих зарубежных социальных сетях. Таким образом, авторы подобных видео набирают огромную аудиторию. Все дошло до того, что некоторых авторов люди знают наизусть по псевдониму, а некоторые даже платят за такие видео. Видите ли, в основном авторы выкладывают такие видео за подписку, тот же самый Patreon или Boosty. На этих платформах обосновываются авторы прона, и за определенную подписку вы получите доступ к тому или иному контенту. Фотосессии, короткие видео на разные фетиши, полноценные видео с придуманным сюжетом и так далее. Авторы спокойно зарабатывают на этом поприще, и это неудивительно. Я сама и не раз сталкивалась с подобными видео, и я хочу заверить, что в какой-то степени обстоятельства, при которых эти видео были записаны, смотрятся отчасти бездушно. Большое количество видео сняты в основном в отелях или частных домах США. В Европе подобный фетиш мало распространяем, большое количество фури-фанатов разве что только в Америке. Люди каким-то образом связываются друг с другом или находят свои же аккаунты под псевдонимом, а потом уже встречаться в том или ином месте, если они находятся от друг друга далеко. Значит, едут в соседний город, снимают номер в отеле и записывают материал для своих каналов. Одного и того же человека в мурсюте можно даже встретить несколько раз, если хорошенечко порыскать в интернете, что намекает на пополнение своего контента, и это можно даже назвать коллаборацией. Авторы зачастую встречаются с разными личностями, тем самым даря аудитории новый контент, а контент происходит по статистике больше с мужчинами, чем с женщинами. Задумайтесь. Если автор хочет снять максимально погруженное видео, то в основном люди полностью одеваются в костюмы, чтобы для зрителя казалось, что никаких людей нет, а тут все милые фури. Поэтому эти видео очень и очень востребованы среди пушистого сообщества. А так, для таких видео и для фанатов подобных съемок достаточно лишь прикрыть голову фурхетом, одеть вульгарное белье, а там уже и будет заветный контент. Между строк скажу, что у меня тоже есть ТГК, где пощу смешнявые фури-мемесы. Мурсютинга там, конечно, нет, но мемы это база. Заглядывайте, если хотите. Дополнительно скажу, что встреча нескольких лиц в отеле — это еще только верхушка айсберга. В Америке иногда фури арендуют целые залы для проведения показа своих фурсютов. Это обычная практика. А иногда на законных основаниях могут провести огромную встречу, где все фури будут одеты вульгарно, просто в мурсюте, а то и голыми. И это абсолютно законно. Это было бы ложью, если бы я сказала, что не хочу туда попасть. Это, наверное, самый базовый фетиш среди фурийного творчества, который породил кучу хейта в сторону сообщества. Если пояснять максимально простым языком, то вот фури, вот ферал. Вот фури, вот ферал. Ферал — это форма животного в изначальном обличии. Опять же таки, возьму тот же пример. Это Долли, Долли собака, Долли далматинка. Значит, она ферал. Теперь вы понимаете, почему появился хейт после популяризации этого тега. Ведь рядом с этим тегом могут быть и другие личности. Но про это я проясню в следующем фетише. Фералов рисуют обычным способом и, на удивление, зачастую не в откровенной форме. Очень многим фанатам пушистого творчества нравится разглядывать кошек, собак в их
их изначальной форме на фоне красивых пейзажей. И артов на этот тег очень много, более миллиона артов, включая все популярные сервисы по распространению художественного творчества. Большинство не фанатов воспринимают такой контент очень провокационным по отношению реальных животных и домашних питомцев. Ведь по-любому есть бесчисленное множество случаев, когда люди увлекались подобным фетишем, а позже ступали на очень извилистую кривую дорожку, ломая своему домашнему питомцу жизнь. О подобных случаях я рассказывал в своем видео про темную сторону фэндома. Чекните как-нибудь на досуге. Bestiality. Перевод этого тега вы видите на своих экранах, это то, что оно и означает. Если парой тегов будет Feral и Human, то нетрудно будет догадаться, что может дойти и до Bestiality. Тут и начинается небольшая жесть, касающаяся фури-артов. Один из самых популярных и залайканных фури-артов на Ешке — это покемоны. Верите или нет, но вы можете с легкостью это проверить своими пушистыми лапками. И не только покемоны самые залайканные, но и разного рода саити с животными непомерно пользуются спросом среди фетишистов. И поверьте, никого это не напрягает, ведь это все нарисовано, так что не удивляйтесь, что в стране большинство таких ресурсов под запретом. Вдобавок скажу, что тег очень популярен не только в нашем сообществе, но и на других популярных сайтах, дойдя вплоть до хентая. А некоторые умудряются даже снимать реальные видео в Даркнете. Туда лучше, пушистики мои, не суйтесь, ни в коем случае. Ведь запрещенный плод сладок, свободы же и поплатились за афилы. А статистика из всех источников новостей и тредов говорят, что большинство скотоложцев были фанатами фури фэндома. Оттого и существуют и по сей день предрассудки, стереотипы о том, что все фури зоофилы. Гермафродит или же тег Intersex имеет очень интересное и вполне продуманное название. Читаю дословно. Оно происходит от греческого мифа о Гермафродите, сыне божеств Гермеса и Афродиты, который был слит с водяной нимфой Салмакис в гермафродитическую форму. Этот тег из описания означает, что у человека или фури могут быть все половые признаки. Грудь женщины, ну и от мужчины сами знаете что. В аниме этот тег называется по-другому, и вы его по-любому негодники-то знаете. Футанари. Но в фури фэндоме этот фетиш работает немного по-другому. Говоря поточнее, он в себе вбирает несколько видов. Это могут быть также и транссексуалы, и трансгендеры. Каждый из этих слов обозначает разное, но мы с вами разберем только гермафродитов, поскольку те теги не относятся к этому видео. Это уже идет поглубже. Гермафродиты в фури фэндоме обычно просто меняются половыми признаками. Тот же самый акулихи, авторы художеств без зазрения совести спокойно могут проделать мужские причиндалы, а мужчине лису спокойно этот причиндал могут оторвать и сделать пуси. Редко фури наделяют всеми качествами обоих полов. Дословно разбирать, чем этот фетиш так интересен, не особо хочется, но я все же постараюсь. А вы уже сами решите, быть вам хорни или же нет. В первую очередь, это обычная доминация со сменой пола. Мы с вами знаем, что по природе во время, ну вы поняли, доминирует мужчина, а что будет, если лиса лишить мужского достоинства и наделить им женщину? Смекайте? Тут я и отвечаю на вопрос, а что же здесь может так возбудить? Вот что-то вот, вот вроде женщина, да? Фури, да? Но вот что-то у нее выпирает. Я вот фиг его знает. Что-то, наверное, что-то вот страшное. Страшно интересно. Вот, следующий арт. Казалось бы, женщина, видно, что вот признаки прям лютые. Но что-то выпирает. Страшно интересно. А вот это уже пацанчик. Если говорить конкретно по тегам и чем они отличаются, то их несколько. Конкретно сам тег гермафродит по большей степени обозначает мужчину, который обладает теми или другими половыми признаками в отместку автора. Шемейл, шмель или гиноморф уже обозначает женщину, которая в основном имеет мужской причиндал. Есть еще другие миллионы тегов, обозначающие другие типы, но в общем плане это все, что можно назвать тегом интерсекс, когда есть различия в половых признаках у мужчины или женщины. Этот фетиш не то чтобы а даже очень... Этот тег собрал больше 500 тысяч артов на эту тематику, считая платформы как Ешка и Furaffinity.
Герпетофилия — это ящеры, рептилии, грифоны, динозавры, чешуйчатые виды и не только. Больше всего этот термин подходит тем, кто очень любит фури драконов. И этих любителей очень много, даже не сомневаюсь, что среди моих подписчиков много почитателей драконьего причастия. Максимально простым языком, если обожаешь драконов, значит герпетофил. Но в фэндоме, естественно, такой сложный и едва запоминающийся термин не возымел популярности, поэтому если дракон, значит дракон, если ящер, значит ящер и прочие другие гибридные виды. Официальный термин, который относится не только к фетишу. Болезненное увеличение какого-либо органа у человека. Тоже, как и ворофилия, достаточно больной фетиш. Люди рисуют абсурдно увеличенные части тела у фури. Это могут быть те же самые мускулы, грудь, которая покрывает полквартала твоего города. Ну и про эрогенную зону мы тоже не забываем. На самом деле, я отчасти боюсь таких людей, которые увлекаются подобным фетишем. Я отлично могу понять людей, которые любят, как фури срут, как фури едят друг друга. Но когда у фури просто до изнеможения что-то увеличивается в троекратном размере, я этого вообще не понимаю. Да и смотрится это очень страшно, хотя некоторые люди даже возбуждаются просто от больших размеров, ведь если больше, значит лучше, но это для каждого по-своему. Так простой, хайпер или же гипер, что означает тупо больше, большие размеры и так далее. Помимо фетиша я также решила почитать ваши комментарии, а почему бы нет? Собралось около где-то 300 комментариев под видосом первой части ужасы фури фетиши, поэтому я решила немного посмотреть, что вы там пишете, что вы можете написать, да и в принципе просто, ну как уважение аудитории, то что они что-то пишут и нужно что-то посмотреть. В последнем я бы добавил Гура. Это настолько ужасно, кто-то платит деньги, кто-то делает это просто так, для себя. Если русским языком, трупы, кишки и т.п. Обычный пример. Фури с отрубленной головой своего партнера занимается, впрочем, и неважно. Вот это реальная жизнь, настоящие ужасы фури фэнтома. Но еще же можно комбинировать прошлые фетиши с этим, что еще хуже. Но это будет, скорее всего, потом, потому что я пытаюсь как-то разобрать постепенно. Я не пытаюсь вставить сразу же плюс 100 фетишей в один ролик, потому что, ну, если я буду так делать, рубрика просто пропадет. Нужно же иногда время от времени кому-то поднимать настроение чем-то интересным, чтобы человек закринжовал, либо что-то еще. Так что это все постепенно, не сразу же все. О, бля, фантазия быть съеденными или съесть кого-то, и не обязательно своего партнера, желательно живьем. По крайней мере, так описывать на некоторых вики фетишей это звездец. Что бы кто ни говорил, что это не каннибализм, это по крайней мере фантазия о нем. У меня фетиш на превращение, ну или слияние персонажа в часть тела. Чем-то напоминает Пира, если кто-то играл в этот в Changed. Я, к сожалению, ее не допрошла. Да блин, зашел поржать, узнать о тунофилии, расстроился. Огромный фанат Микки Мауса и кролика Освальда. Подписчик уже 7 месяцев, информация о подписке видна всем пользователям. Вот у всех нормальных пацанов должен быть вот этот значок, если что, пацаны, так что вы знаете, что делать. Здесь, кстати, ой, офигеть, тут вообще столько написали. Как можно было даже пытаться узнать, как можно наяривать на вор, если даже большинство обладателей, я в их числе, этого фетиша не понимают, почему это возбуждает. У меня из-за этого в голове диссонанс возбуждает, но понимаю, что это ужасно. Ах да, и это отклонение не только у фури. Здесь я ответила так. Я бы не назвала это отклонением, это фетиш и точка. Зачастую, с кем не общалась с подобным фетишем, были приятными людьми, хоть и с такими странностями. Сосунок, я иду, чтобы тебя разорвать. Откуда у тебя в круге общения столько ворофилов? Просто я встречала много людей, и, ну, именно в реальной жизни, не только в интернете, там можно с кем угодно встретиться. Я говорю конкретно про реальную жизнь. С некоторыми людьми я гуляла, с некоторыми людьми я общалась и так далее и тому подобное. В общем, в себе содержали фетиши, ну, которые, ну, вообще, пизданутые фетиши, но из общения с ними они были нормальными людьми, так что, если вы что-то думаете по поводу фетишей, то не обязательно, что если у человека такой фетиш, то значит, что он по-любому плохой. Фетиш — это фетиш. Мне нравится внутреннее мироустройство типа людей, уже не удивляют наяривающие на руки, ноги, жопы, а тут на тоже довольно личную часть человека. Желудок, кишечник, рот и пища, вот чисто мои главные. Ой. Я тоже хз, как мы на это дрогнем, хотя это инстинкты, которые я хочу себе обрезать. Блять. Удивительно то, что у этого видоса собралось очень много ворофилов, я так посмотрю. Зря я зашел на этот канал, мне всего лишь нужен был гайд по караэфиру. Сними продолжение. Вот, уже в процессе. Ну, конечно же, ты стал посмешищем, снимая в основном видео про фури. Я лайк поставила, потому что по факту. Я сам являюсь фури, у самого есть фетиш, но я подросток и знаю, что это почти невозможно. Но все-таки хотелось бы, чтобы как-то контент был заблокирован для подростка до 18-летия. И не по причине того, что это его можно как-то
травмировать или испортить. Нет, а из-за того, что его просто-напросто будут гнобить за его фетиш и вообще сексуальное увлечение, которое он впервые получит от Фурии, вообще просто от общества. Буду его считать ненормальным и травить из-за этого. Я просто, к сожалению, сам сейчас такие переживаю. Сочувствую, я тоже попробую чем-то увлечься. Тут проблема, ребята, не в том, что у вас есть какие-то фетиши. Если у вас и есть, и вам это нравится, блять, какая нахуй разница? Кто-то гнобит, не гнобит. Просто имейте в виду то, что в нормальном обществе и, в принципе, в полностью 100% адекватном обществе вы, никогда не сыщете какого-то понимания, либо что-то еще. У меня было такое, то что я была в компании Фурии, где вот можно такое сказать, спокойно можно, и никто тебя не осудит, потому что это такие же, как и ты. Так что, если вы хотите превознести, как-то высказаться, поделиться какими-то своими впечатлениями, какими-то фетишами, какими-то переживаниями насчет этой темы, это всегда нужно соответствующее общество, соответствующая компания к этому. Если вы просто перед одноклассниками будете отчитываться и говорить, то, что у вас такие-то фетиши, естественно, все будут говорить, то, что вы еблан. Так что просто скрывайте это. Не обязательно то, чтобы скрывать, просто не говорите об этом, все это не нужно абсолютно. Сами по себе фурии в памперсах не были упомянуты как что-то ужасное, значит, это не норм, ура. Но не только в фурии есть отбитые виды фетиша, есть фетиши, в котором люди любят людей, которые одевают костюмы как фурсет, но вместо фурии, пародирующего человеку, типа человека одел костюм человека. Что, блять? Я вообще ничего не поняла, пусть будет то, что у нас было в выпуске. Это мурсьютинг, так скажем. Что за часть ассасинов на видео? Вторая часть. Одна из самых лучших, по моему мнению. У меня фетиш на ласку, ведь я не получал ласки, это прикольно чувствовать себя в теплых объятиях. Поверь, это не фетиш, это естественное чувство и инстинкт, не считай себя извращенцем. Кстати, да, немного, вообще, я в том видосе, в первой части я сказал то, что если вам нравится то, что вас обнимает, значит, у вас фетиш на обнимашке, но это вообще, на самом деле, базовая потребность. То есть, вообще, раньше я была максимально нетактильной, и все-таки хотелось, чтобы тебя кто-то обнял, что-то полоскал, либо что-то наподобие этого. Это не то, чтобы фетиш, это просто базовая потребность. Вот, я неправильно выразилась в первом ролике, потому что я не смогла придумать более симпловый пример этому. Продолжение буду также долго ждать на всем канале, как лемиславцы ждут третью часть Фурии Фетиш. Кто такие лемиславцы? Ролик интересный, только было бы интереснее, если бы тут добавили информацию по тему, почему некоторые увлекаются конкретными фетишами. Блять. Этот вопрос из разряда, допустим, есть чел, который наяривает, на те же самые паровозики, да? Как я могу узнать, почему он это делает? Это, знаете, фетиши, иногда у людей встречаются такие фетиши, которые, человек наяривает на это, его просто это возбуждает, нету какой-то конкретной причины, не знаю, какого-то обоснования, откуда я знаю, вот откуда. Из такого примерно можно взять макрофилию и вори. Чаще такими фетишами увлекаются люди, которые любят игры доминирования, что подразумевает почти полный контроль над партнером. Но вообще, на самом деле, это отчасти верно. Это очень глубоко в это ввязываться, и мне кажется, это наоборот больше на какое-то прям полное извращение походит, то есть разбирать прям до полностью вот это вот все. Но я постараюсь сделать что-то наподобие этого. Я поняла, что сказал этот чел, и он сказал все по факту на самом деле. Ага, записала. Пойду рисовать и лутать баблишко. Спасибо, бро. Да не за что. В фури комьюнити не состою, но про инфлэшн знаю. Рассказано все правильно, но тут есть одно но. Там не игрушки надувают, это про арты говорится. Там надуваются животные, плюс они не резиновые. Но вообще не всегда. Я в видео точно сказал то, что иногда животные могут быть резиновыми, а могут не резиновыми. А вот что с ними потом делают, это тоже объясняло в первой части. Так что если кто-то не смотрел, идите быстрее смотреть, идите продолжать кринжевать, так скажем. А вот и мой выход. Я фури, ворифил, макро и фэт-фетишист. Кроме того, я люблю мочу и блевашки без поедания. Задавайте любые вопросы, на все отвечу. Как вы дошли до этого? Готовься к паровозику. Что нафиг такого в больших фури? Это буквально увеличенный фури. Я даже Месси понимаю больше, чем этот фетиш. Я отвечал, но, видимо, YouTube решил удалить мой ответ. Это у меня с рождения всегда была со странностями, и в детстве, когда не было доступа к интернету, фантазировала о странных вещах, так что предполагаю, что это как-то связано с генетикой. Сложно объяснить, но мне нравятся не только большие фури, просто ощущать себя намного меньше партнера, это чертовски приятно. Меня в целом будоражит все большое, как говорится, чем больше, тем лучше.
Я в Фури шарю, с Фури фэндомом часто пересекаюсь, но это даже для меня уже слишком. Ты как раз из тех самых человек, которые жестко фанатеют с артов, где Фури высирает Фури. Если честно, я не особо понял, что вы имеете в виду. Она еще на «вы» обращается. Если вы про Копра, то не знаю, я больше по Уро. Что за Уро? Мне это нравится не из-за самих отходов, я довольно брезгливо. Мне нравится, когда персонаж унижен тем, что произошло. Может даже плакать. В целом люблю все, что предполагает унижение партнера, и на самом деле я не настолько ебанутая, как можно показаться. Да, мне многое нравится, но я не переношу ничего в реальность. Просто такие вот у меня интересы. Вообще, на самом деле, мне кажется, большего комментатора, вот такого честного, такого неделикатного, который говорит все напрямую, мы, кажется, больше не встретим. То есть этот человек просто высказался о своих фетишах и в принципе все. И прям даже описал, и все остальное. Так что под видосом можете тоже оставлять такие подобные комментарии. Находите, не знаю, похожих на себя, либо что-то еще. Это, по идее, это не должно осуждаться. Просто вы высказываетесь, так скажем, в открытый в интернете. Но в этом ничего не вижу плохого. Такое интересно читать. Особенно, когда человек объясняет, почему он это любит и может как-то логически объяснить. Это интересно читать. Это интересно. И да, и вот раз задавайте любые вопросы, на все отвечу. Ладно, тогда я задам от себя вопрос, как дела. Знаете, автор видео своровал идею у одного другого блогера, но, как говорится, тихо спиздил, ушел, называется нашел. Вообще, я не знаю, я не смотрела подобные видосы по поводу фури-фетиши. Я чекала по поводу лучших фури-персонажей. У меня на этом канале также есть рубрика «Лучшие фури-персонажи», где я разбираю несколько персонажей, более 40 штук. И я разбираю их, рассматриваю характер, их внешность, какие они потопы и прочее. И я узнавала по поводу этой рубрики, и ни у кого, никто не делает подобные видосы. По поводу фури-фетишей я не смотрела видео. Я просто поняла то, что, фури-фетиши, их так-то дофига, а их можно так-то разобрать, посмотреть, что да как, и интересно, и и при этом можно еще контактировать со своей аудиторией, узнать, что они пишут и прочее. Так что я ни у кого не брала идею, ни у кого не знала, что это за идея вообще есть, у кого она в принципе есть. Вот. И потом я увидела, есть видос у какой-то вроде девушки, тоже Фури, она снимает какие-то видео. Я видела у нее то, что у нее есть канал по нарезкам, как я поняла, то, что это стримерша. Вот, и она смотрела этот видос у меня, и она вроде тоже говорила то, что что-то я там у нее своровала, что-то. Я скажу честно, я не смотрела никаких видео на тему фури-фетишей, вообще никаких, потому что я YouTube не смотрю. Если захожу на YouTube, я либо что-то пересматриваю, либо захожу, чтобы залить свой видос. Все, больше ничего. Так что я ничего не пиздила, а если что-то вдруг спиздил, то извините, наверное, я не знаю просто, что на это ответить, но я хочу вам сказать то, что я не целенаправленно делал этот видос. Как часто тебе пишут про МГЕ и паровозик? Но особенно часто пишут на таких, на всех фури видосах пишут, но в основном пишут на лучших фури персонажей. Там везде просто каждый комментарий про фури паровозик. Я люблю фури за их милоту и отзывчивость. Сам фэндом я очень люблю за их понимание и поддержку, прям как семья. Однако то, что ты показал и рассказал, я сам не в восторге. Однако я уже привык, и моя галерея также забита фури-фимбоями. Но не потому, что я на них строчу, а потому, что мне нравятся работы. Они же милые. Будешь локомотив. Капец, вот просто максимальное понимание от аудитории, будешь локомотив. И снова только про тунофилию услышал. Все остальное из этого видео видел сам, причем мне даже искать не пришлось. Тем не менее, позитивного влияния пушистиков на меня это не отменяет. Забавно, что общаясь с ними, я восстанавливаю свою человечность. Интересные комментарии. У тебя милый голос. Спасибо. Но в Воре действительно много подвидов. Safe War, Endosoma, Oral War. Вы поняли, да? Safe War самый худший, поскольку никто не умер. Ой, господи. Оно было удалено за нарушение правил YouTube в отношении обнаженной натуры и контента сексуального характера. Он что, арт до конца не закрыл? Вообще, там видос заблочили в первый раз. Первое, это из-за одного арта, где, там просто на языке фури, да?
Это первое. А второе, это там был кадр с дракошей, который открывает... Он просто открывает рот. Там ничего такого нету. Он открывает рот, а YouTube на это опозарился. Сказал, типа, ну, бля, так-то, иди нахуй отсюда и перезаливай видос. Вот только заблюрю вот эту вот всю хуйню. Поэтому я там так и сделал. Ваша пушистость, да вы нас балуете. Да, пожалуйста. Сломал 4-ю стену. Я как раз говорил про себя, почему я нажал на это видео и согласился. Я говорю себе потом, все, хватит, и тут мой голос это говорит. Ты сам кликнул на это видео, и это был только твой выбор. Ну да, по факту. Все по факту. Давайте признаемся, на любой повод найдется фетиш. Даже норм контента имеет и будет иметь странности. По факту. Такие фетиши можно встретить не только в фуре, у других сообществ, которые так или иначе связаны с разного рода персонажами, можно встретить эти фетиши. С другой стороны, тяжело найти в фуре не фетишиста. Автор упоминал, что у каждого есть фетиш, так что это распространяется на всех, а не только к фурям. Согласен, это есть у людей. А вообще видео это копирка с другого видео. Это какой канал, блядь? Вы заебали, и все копирка, нахуй. Макрофил в чате, даже не обязательно, чтобы в фуре. Спасибо монстрам против... Что, блядь? Спасибо монстрам против пришельцев. Вообще, я не прям фанат слишком больших великанш, потому что не в кайф как-то. Больше по душе подходит формат мини-джантес. Справедливости ради, это самый неуродский способ показать больше бубс и S-персонажу. Но еще ксенофилия применима ко всем R34 по фуре, потому что ксена можно отнести всех не людей. Ну и все, это были последние комментарии. Только вчерашний знает, что это перезалив. Этот видос перезаливался, как я уже и сказал, из-за того, что там были какие-то кадры, которые Ютубу не понравились, хотя они были максимально такие, ну, заблюренные, обрезанные, не обрезанные. Ну, короче, вы поняли меня. Под конец скажу то, что обязательно пишите побольше комментариев, чтобы их можно было почитать. Интересно, что же все-таки люди напишут о том или ином фетише. И заранее скажу то, что фетиши все разберутся. Просто они постепенно, с каждой частью, новые фетиши. Если разбирать сразу же все фетиши за один видос, ну, блять, а потом этих видосов не будет. А так вы будете ждать эти видосы. Так что, надеюсь, вы меня поймете. На этом видео заканчивается. Вы отлично знаете, как сделать так, чтобы следующая часть рубрики появилась поскорее. Каких-то животрепещущих выводов делать не буду, я это сделал еще в первой части. Фетиши есть фетиши. Не сказал бы, что это очень плохо. Это так, особенности. На этом все.